Здравствуйте. Лос-Анджелесское дело ББ. ЛДББ. Л догоняет Бейонда. Бёрзда. Примерно так можно охарактеризовать сегодняшнюю историю о поимке сумасшедшего маньяка. «Тетрадь смерти» — это очень интересное произведение. И Кира остается одним из умнейших злодеев аниме или антигероев, называйте как хотите. Однако представленный нам в новелле под названием «Другая тетрадь» новый соперник величайшего детектива современности обходит Ягами Лайта по всем параметрам. Не имея за собой божественного орудия убийства, Кира не годился бы и в подметке ни Л, ни ББ, ни даже Мелла с Ниа. Так что поговорим о Бейонде Бёрзде, его странностях и почему нам вообще интересна его история, помимо того, что это просто отличный соперник для Л. ББ выбирает для убийства людей, которые на первый взгляд никак между собой не связаны, вычищает все место преступления до блеска, не оставляя ни единого отпечатка, даже отпечатки жертвы на бытовых предметах, которые не дали бы никакой информации полиции, он стирает. Также ББ развешивает по комнате вара-нинга, ритуальные японские куклы, добавляя в свои убийства уникальный почерк, оставляет полиции и детективам подсказки для поиска следующей его жертвы. Казалось бы, дело интересное. Но Л — детектив очень высокого уровня. Интересных дел много, а он такой один. Как говорится в новелле, наш детектив не берется за расследование, если в преступлении не фигурирует хотя бы 10 жертв или если стоит меньше $1 миллиона на кону. Это правило, кстати, я считаю довольно странным в выборе достойных для детектива дел. Но, несмотря на свою загруженность, за расследование убийств в Лос-Анджелесе Эл взялся серьезно, хотя убито было только 3 человека. Причиной этому послужило происхождение Бейонда Бёрзде. Поначалу о самом ББ напрямую мы будем говорить довольно мало. Может показаться, что в какой-то момент я начну рассказывать не его историю, а других персонажей, лишь связанных с его делом. Однако к концу видео все это обретет очень неожиданный, но в целом предсказуемый смысл. Когда Бейонд Бёрзде совершал свое 3-е убийство, он решил поэкспериментировать. А именно, хотел проверить, может ли человек умереть от внутреннего кровотечения, не повредив при этом ни одного внутреннего органа. Для этого он накачал жертву наркотиками. Так что она потеряла сознание, связал ее и бил по руке. Методично, но осторожно, чтобы не повредить при этом кожу. Он надеялся, что этого будет достаточно, чтобы жертва умерла от потери крови, но здесь его постигла неудача. Рука жертвы налилась кровью и стала багрово-фиолетовой, но смерть не наступала. Жертва лишь содрогалась в конвульсиях, но оставалась жива. Убийца был убежден, что вызванный таким способом потери крови будет достаточно, чтобы человек умер, но здесь он явно просчитался. Что до Бейонда Бёрзде, то для него сам способ убийства имел довольно низкий балл по шкале занимательности и всегда был для него не более чем интересным экспериментом. Удался он или нет, особого значения не имело. Бейонд Бёрзде лишь пожал плечами и достал нож. Начнем с предыстории. Бейонд Бёрзде — один из детей, воспитывавшихся в приюте под названием Дом Вамми. Основал этот приют Ватари, ближайший союзник Л, настоящее имя которого мы, кстати, можем сейчас назвать для более удобного повествования в дальнейшем. Ведь так мне будет намного легче избегать тавтологии при упоминании имени величайшего детектива вселенной Тетради Смерти — Лоулайт. Помимо других его многочисленных выдуманных имен, будем использовать и это — настоящее. Когда Лоулайт и Вамми встретились, как предполагает рассказчик новеллы Мелло, один из детей приюта Ватари и тот самый крутой парень из 2-й части истории Тетради Смерти, гениальный изобретатель и миллионер среднего возраста был поражен невообразимым талантом Л. Захотел создать таких же, как он, воспитать последователей великого детектива. ББ был из самого первого поколения приюта. На тот момент Ватари и Л еще не были достаточно опытны в воспитании детей. Скорее всего, оказывали на них слишком большое давление. Несмотря на желание детишек стать новым Л, ни одному из них не было суждено это сделать. Они приближались к нему, но при этом только больше осознавали, как им далеко до гениальности Лоулайта. Один из потенциальных последователей детектива не выдержал нагрузки и покончил жизнь самоубийством, а другой был ребенком по имени Бейонд Бёрзде, гениальным и безумным.
Наряду с давящей жизнью в доме Вамми, у ББ была еще одна причина потерять рассудок. Он с рождения имел глаза бога смерти. Каждый день, смотря на людей вокруг, над их лицами он видел дату их смерти и настоящее имя. С самого рождения он знал день, когда его отец умрет от руки хулигана, знал день, когда его мать погибнет в железнодорожной катастрофе. Он обладал этими глазами, еще не появившись на свет, почему и называл себя Beyond Birthday, вне рождения. В оригинальной истории Тетради Смерти говорилось, что бог смерти может наделить данной способностью человека взамен на половину продолжительности его жизни. Только вот ББ не совершал никаких сделок, приобрел божественные глаза при рождении или даже находясь еще в утробе матери бесплатно. Правда, все же заплатив свою цену потом. Данное обстоятельство внятно и четко автором не объясняется. Однако он может позволить себе такие недосказанности, ведь ведет рассказ от лица Мелло, персонажа, который передает свой взгляд на историю, а значит, ему могут быть неизвестны все ее детали. Рассказчик предполагает, что какой-то бог смерти мог обронить свои глаза в мир людей, так же, как Рюк, например, однажды выронил тетрадь смерти. Правда, Рюк сделал это, имея запасную тетрадь, а слова Мелло, который знает о богах смерти даже меньше, чем мы, зрители или читатели, можно воспринимать не более чем как одну из версий. Да еще и автор этой версии выдвигает ее ради того, чтобы просто выдвинуть. Так вот, ББ воспитывали с ранних лет, внедряя ему идею, что он должен быть как Эл. Он же посчитал, что ББ обязан стать Эл. А пока есть Эл, ББ никогда не станет им. Пока существует оригинал, копия навсегда останется копией. И все равно ББ занимался лишь тем, что копировал Лоулайта. Он гримировал себя, чтобы выглядеть как Эл, ел тоннами сладкое, чтобы питаться как Эл. Сидел на кресле, прижав ноги к телу, чтобы двигаться как Эл. Запомним это. В какой-то момент ББ решил сбежать из приюта, чтобы дать бой величайшему детективу. Совершить такое преступление, которое не раскроет даже Эл. И у него почти получилось. Но не будем забегать сильно вперед. Проснулась однажды утром в своей постели Наоми Мисора, агент ФБР не особо высокого ранга, знакомый нам по аниме или манге «Тетрадь смерти». И тогда с ней произошло то, о чем она не могла бы даже подумать. Сейчас она находилась формально в отпуске, но на самом деле это было временное отстранение от работы по инициативе вышестоящих лиц в бюро. Отстранили Мисору за кое-какую серьезную ошибку, которую рассказчик нам не раскрывает сразу. Хочу отметить, что повествование в новелле «Другая тетрадь» построено очень грамотно. Мелло оставляет много недосказанностей в начале истории, создает интригу вокруг персонажей и отдельных деталей сюжета, чтобы в нужный момент раскрыть карты перед читателем, сделав свой рассказ куда интереснее для человека, впервые знакомившегося с историей. Пожалуй, не буду отходить от тактики автора и буду раскрывать некоторые детали постепенно, только тогда, когда это правда необходимо. Проснувшись, Наоми Мисора обнаруживает письмо от Эл в почтовом ящике своего ноутбука. Детектив, которого, конечно же, знали все в ФБР, просит помощи у Мисоры в раскрытии одного очень важного, по его словам, дела. Думаю, то, что дело важное, можно даже не упоминать, если за него взялся сам Эл. Конечно, девушка соглашается помочь в расследовании. Она просто не могла отказать детективу такого уровня, даже несмотря на то, что была не в лучшем настрое после отстранения. Происходило это уже после совершения третьего убийства, а главной задачей было предотвратить четвертое, найдя связующее звено между жертвами, какие-то подсказки, которые могут найти преступника или его следующую цель. Наоми отправляется на первое место преступления. Белива Брайтсмейда, независимого писателя, усыпили и задушили, пока он находился без сознания. Это было однозначным убийством, хотя следов борьбы не было найдено. Он умер от удушения сзади, а в комнате были развешаны куклы Варанинга, которые полиция потом нашла и в домах других жертв. Однако зачем-то убийца проделал трюк с запертой изнутри дверью. Обычно его проворачивают, чтобы замаскировать убийство под суицид. Выводов пока делать особых не будем, просто впитываем информацию. Хочется отметить то,
насколько неуверенно Мисора чувствует себя поначалу в раскрытии этого дела. Все из-за Эл, который не хочет, чтобы Наоми просто сделала ту работу, которую он ей дает. Он часто проверяет ее, не дает никакой информации о личности убийцы и его мотивах, хотя точно знает о них и разговаривает загадками. Даже когда девушка высказывает мнение, правильное мнение, Эл не дает положительной реакции, не соглашается с ней, пока Наоми полностью не завершит свою мысль. Попросту говоря, Эл не желает вести расследование с человеком, который не способен сам додуматься до того, до чего может додуматься Эл. И не рассказывает Мисоре о происхождении убийцы, потому что ему нужен объективный взгляд на расследование. А то, что ББ воспитывался в приюте в Атаре, союзника Эл, будет навевать девушке мысли, которые могут помешать расследованию. Из-за напряжения в диалоге между Лоулайтом и Мисорой мы не можем полностью доверять словам детектива, ведь с Наоми он действительно недостаточно честен. Также из-за того, что Эл знает больше героини, постоянно складывается впечатление, что он уже решил загадку, но до последнего не говорит об этом, чтобы Мисора дошла до решения сама, и тем самым в дальнейшем смогла, возможно, превзойти решение, возникшее в голове у детектива. Однако, все же мы знаем главные вводные данные. Убийца не просто случайный маньяк, а в прошлом относительно приближенный к Эл человек. И убивает он только ради того, чтобы побороться с Эл в битве преступник против детектива. Потому ББ точно оставил подсказки на месте преступления. Те, которые Наоми Мисора должна найти, иначе Эл проиграет. Первая и самая очевидная специально оставленная убийцей деталь кроется в количестве кукол Вара Нинга. На месте первого преступления их 4, в комнате второй жертвы их 3 и, соответственно, в третьей их 2. Каждое убийство ББ оставлял на одну куклу меньше. Из этого следует, что будет еще 4-я жертва, последняя, в комнате которой будет висеть одна кукла. Однако не только количество жертв определяют эти Вара Нинга. Они очень важны, правда, не сейчас. Сначала попытаемся найти следующую жертву и предотвратить убийство. Эл рассказывает Наоми о первой подсказке от ББ на первое убийство, которую полиция не смогла понять. За 9 дней до случившегося с Брайтсмейдом в полицейское управление Лос-Анджелеса пришел кроссворд. Очень сложный кроссворд. Никто из полиции не смог его разгадать. После он был принят за чью-то шутку и выброшен. Конечно, Лоулайт, гениальный детектив, каким-то образом смог достать копию этого кроссворда и разгадал его. Отгадка вела на адрес места, в котором сейчас находится Наоми, то есть на место первого убийства. Из этого следует, что ББ мог оставить такие же сложные загадки и на местах преступлений. К поиску такой подсказки Мисора и приступает. В процессе размышления и случайного перебирания слов и ассоциаций девушка приходит к поиску того, чего нет в комнате. Оно должно быть здесь, но сейчас отсутствуют. Как висящие после убийства Вара Нинга, от которых остались только дыры в стенах. Как тело жертвы здесь убитой. Наоми начинает рассматривать фотографию Билива Брайтсмейда и замечает порезы на его теле под определенным углом, похожие на буквы. Однако пока она не приходит к какому-то выводу, ибо буквы не складываются ни в слова, ни во что-либо еще. Как вдруг из-под кровати вылезает странный, взявшийся из ниоткуда человек. Представляется он как Рюдзаки. С этой минуты, обращаясь ко мне, называйте меня не Эл, а Рюдзаки. Рюдзаки. Молодой парень с черными волосами, кругами под глазами, сутулый, длинный и, возможно, самый неприятный на вид человек в мире. Таким предстал перед Мисорой человек, представившийся одним из псевдонимов Эл до того, как еще этот псевдоним вообще кому-то стал известен, до того, как кто-то из людей вообще услышал это выдуманное имя. Конечно, Наоми была шокирована. Что это за странный тип? Как он сюда пролез? Как долго лежал под кроватью? Слышал ли ее разговор с Эл? Однако она старалась не подавать виду. Рюдзаки показал ей свою визитку, на которой было написано, что он детектив. Сказал, мол, по просьбе родителей жертвы расследуют дела о тех же убийствах, что расследует Наоми. Это, кстати, после подтвердит сам Эл. Конечно же, мы понимаем, что перед нами, скорее всего, и есть Эл, ведь он ведет себя абсолютно так же, как Эл, выглядит так же, как Эл,
но не будем торопливы в своих выводах. Посмотрим на историю глазами Мисоры, а она, ни разу не встречавшаяся с Лоулайтом вживую, даже представить не могла бы, что этот максимально мерзкий и неприятный тип напротив нее является тем самым многоуважаемым частным детективом, раскрывшим более 3000 дел и упекшим за решетку в несколько раз больше преступников. Рюдзаки сразу же после знакомства предлагает девушке вести расследование вместе и показывает ей тот самый кроссворд, про который говорил Эл. Потом руками поедает банку джема и на четвереньках отправляется дальше осматривать место преступления. В общем, делает все, чтобы шокировать Наоми. Девушка, очевидно, не хочет расследовать ничего с этим типом, но узнав, что он каким-то образом достал кроссворд, который, возможно, даже Эл заполучил с немалым трудом, Мисора подумала пока повременить с решением и посмотреть, что будет делать Рюдзаки дальше. По крайней мере, нужно понять, насколько он опасен. Поговорить с Эл по поводу этого. Спроваживать странного детектива сейчас точно нельзя. Наоми показывает Рюдзаки фотографию мертвого Белива Брайтсмейда с порезами на теле, с целью услышать от него какие-то доводы. Хочется отметить то, насколько хорошо рассказчик описывает телодвижение детектива и какие слова для этого подбирает. Это просто прекрасно. А то, как неестественно Рюдзаки разговаривает каждый раз, когда Мисора рассказывает что-то, что якобы ему неизвестно, переигрывая эмоцию удивления, создает ощущение, что загадочный детектив просто играет с девушкой. Он здесь уже все знает и о всем осведомлен, потому ему приходится изображать удивление, но получается у него это не очень хорошо. Ладно, Рюдзаки, скорее в благодарность за вашу услугу, чем в качестве равноценного обмена информацией, взгляните-ка на эту фотографию. Фотографию? Переспросил Рюдзаки с таким преувеличенным оживлением, что можно было подумать, он впервые слышал это слово. Он двинулся к ней, все так же на четвереньках и даже не поворачиваясь. Он попросту пополз к ней задом, зрелище, от которого маленький ребенок наверняка бы заплакал. «Фотографию жертвы», — сказала Мисора, протягивая ему снимок, сделанный во время вскрытия. Рюдзаки принял его с серьезным кивком. Или изобразив серьезный кивок. Вот тебе и проверка. По его поведению она не смогла понять ровным счетом ничего. Взглянув на фотографии, Рюдзаки говорит, что на теле жертвы изображены не буквы, а римские цифры. В точку. Он только что дал очень важную для расследования информацию. После такого сдвига в деле Наоми решает позвонить Эл, чтобы рассказать о догадке Рюдзаки и вообще о его существовании. В общем, посоветоваться. Детектив мог спросить у девушки что угодно по поводу загадочного частного детектива, появившегося из ниоткуда на месте преступления, которое вроде как было заранее подготовлено для прихода сюда Мисоры. Но первым делом он задает странный, но забавный вопрос. Он вам понравился? На что получает бурный и длинный ответ о том, какой Рюдзаки мерзкий, ужасный и странный. Если мы представим, что Рюдзаки это и есть Эл, что сразу и приходит в голову читателю, то данный диалог между Мисорой и Лоулайтом становится очень забавным, а также все действия Рюдзаки в целом становятся логичными. Эл не хочет раскрывать своей личности агенту ФБР, которому не доверяет до конца, и потому ведет расследование вместе с Мисорой, скрываясь под псевдонимом загадочного детектива, которого наняли родители жертв. В таком случае можно задаться вопросом, почему Лоулайт просто не представился бы помощником Наоми, якобы назначенным Эл, то есть человеком, которому можно доверять. А по телефону, собственно, это бы подтвердил. Это исключило бы необходимость для Рюдзаки играть роль загадочного частного детектива и упростило бы расследование, но в то же время помешало бы коммуникации. Ведь пока Мисора и детектив находятся в одной комнате в настоящих обстоятельствах, девушка никогда не позвонит Эл, ведь не хочет, чтобы кто-то посторонний слышал их разговор. А при своем помощнике, который в курсе обо всем и которому доверяет Эл, она запросто могла бы попытаться связаться с детективом. С детективом, который будет в это время находиться с ней в одной комнате. В общем, если Рюдзаки придумал Эл, он придумал его правильно. Продолжим расследование. Наоми заканчивает разговор с Эл,
и выходит из туалета. Оказывается, что Рюдзаки все это время стоял прямо за дверью. Зачем? Если это Эл, то зачем ему подслушивать свой же разговор с Мисорой? Однако Наоми почему-то уверена, что Рюдзаки не слышал ее разговора с детективом, или просто оставила этот вопрос на потом. А значит, и мы можем поступить также. К тому же, самопровозглашенный частный детектив говорит о том, что не просто так стоял за дверью туалета. Мисора срочно была нужна ему, ведь он обнаружил что-то важное. Рюдзаки приводит девушку к шкафу с книгами в комнате жертвы и указывает на мангу под названием «Красная шапочка Чача». И что? Обожаю эту мангу. А еще он обожает вводить в заблуждение и играться с Наоми. Потому на самом деле с этой мангой действительно связана важная деталь, а не только личный интерес Рюдзаки. То, чего не хватает в комнате. Что-то, что должно здесь быть, но отсутствует, должно указать нашим героям на подсказку для раскрытия дела. В манге «Красная шапочка Чача» 13 томов. В то же время в шкафу, в котором очень плотно расставлены книги, настолько плотно, что вытащить любую из них будет непростой задачей, содержится лишь только 11 томов. Причем последние два лежат на месте. Следовательно, то, что хозяин дома просто еще не успел купить 12 и 13 том манги, мы за версию событий не принимаем. Значит, скорее всего, именно убийца вытащил 2 тома манги из шкафа. Но так как шкаф все еще остался забитым полностью, что-то преступник оставил взамен тех книг. Другое чтиво. Толщиной точно такой же, как те 2 книги, что забрал. Такую вещь Мисора обнаружила и случайно пришла к идее связать ее и римские цифры, вырезанные на теле жертвы. В итоге Рюдзаки и Наоми сложили первые слова на страницах книги того же номера, что и вырезанные числа. Получилось Кутеа Этинер, а имя второй жертвы ББ Квотер Квинер почти подошло. Некоторые страницы были прочитаны неверно. Рюдзаки пытается посеять сомнения в голове Мисоры по поводу ее теории о книге и числах. Но девушка пересобирает слова и на этот раз оказывается права. Послание на месте первого преступления найдено. Очень ироничную фразу мы слышим из уст Рюдзаки, который, очевидно, буквально за ручку вел Наоми к решению загадки. «Отличная работа, Мисора», — сказал Рюдзаки все тем же безмятежным голосом. «Блестящие выводы. Я бы до этого никогда не додумался». Наоми отправляется исследовать место второго преступления. По пути на нее нападает мужчина в маске, сбитой в руках. Она, используя очень странные приемы боя, больше похожие на элементы акробатики, уворачивается от атак, однако от ее контратаки противник тоже умудряется увернуться, а после убегает. Что это было? Подобное нападение легко можно счесть каким-то предупреждением от знающих о тебе лиц. Будто «мы следим за тобой», должен был проговорить нападавший. Однако парень не обмолвился ни словом и будто действовал вовсе бесцельно. Но Мелла, то есть наш рассказчик, раскрывает и цель, и личность нападавшего. Это был Beyond Birthday. Он хотел проверить, на что способна Мисора, помощник Эл, его главного соперника, и сможет ли она заменить его. Пытаясь ударить девушку, ББ не хотел и не боялся ее покалечить. Он точно знал, что она не умрет здесь и сейчас, ведь видел дату ее смерти. Потому, напав с целью убить ее, Beyond Birthday потерпел бы крах. Наоми не суждено было погибнуть в тот день. Квотер Квинер, 13-летняя девочка, вторая жертва ББ. 3 куклы Вара Нинга на месте преступления, запертая дверь, вылизанные дочисто поверхности. За размышлениями о том, зачем преступнику использовать трюк с запертой изнутри дверью, если он не пытается выдать убийство за самоубийство, наши герои решают выпить кофе. Вернее, предложил это сделать Рюдзаки, потому он и принес бодрящий горячий напиток себе и девушке. Сделав глоток, Мисора выплюнула все содержимое полости своего рта обратно в чашку. Кофе был очень сладкий. Был похож скорее не на напиток с добавлением сахара, а сахар с добавлением напитка. Такой кофе любил Рюдзаки. Он пил сахар, поедал джем голыми руками, хотя при этом вполне мог пить и нормальный кофе. А сейчас он будто специально сделал его таким сладким, чтобы удивить Наоми или же зачем-то еще. После частный детектив рассказывает Мисоре о своем новом замечании по поводу связи между 3 жертвами ББ. Их инициалы.
Believe Bridesmaid, Quarter Queener и Backyard Bottom Slash, в дом, который мы еще заглянем после того, как закончим со второй жертвой. ББ, КК, ББ. Инициалы жертв содержат одинаковые буквы. Однако девушка не заметила в этом ничего необычного. Она даже разочаровалась в том, что Рюдзаки не смог выдать ей ничего более полезного для раскрытия дела. Детектив не стал настаивать на правильности своих домыслов по поводу связующего звена. Ему достаточно того, что он посеял идею в голове девушки. Когда-нибудь она поймет, что Рюдзаки прав. Да вон, вы же и сам, Рю Рюдзаки, РР. О? А я и не замечал. Опять скрытая насмешка. Филигранно. Спасибо, РР. Сейчас наши детективы решили разделиться. Рюдзаки пошел изучать информацию по третьей жертве, а Наоми нужно было прошерстить место второго преступления. Но сначала она отправилась в ванную, чтобы ополоснуть рот после настолько сладкого кофе, что его привкус все еще оставался на языке. Смотря на себя в зеркало, Мисора задумывается о своем отражении. Отраженный свет, перевернутое изображение. Вдруг, построив ассоциативный ряд в своей голове и связав его с расследованием, она понимает кое-что важное. Дело в том, что труп второй жертвы, Quarter Queener, был обнаружен полицией лежа на животе, в то время как первая и третья жертвы лежали на спине. Believe Bridesmaid, ББ, лежал на спине. Backyard Bottom Slash, ББ, тоже на спине. И Quarter Queener, КК, на животе. Если маленькую букву Q перевернуть и отзеркалить, получится B. Вот почему вторую жертву убийца перевернул после ее смерти. Но остается одна нестыковка. Инициалы пишут большими буквами. Две большие Q никак не превратить в две большие B, сколько их ни зеркаль и не переворачивай. Нам нужны именно строчные буквы. Они словно дети заглавных букв. Такие же, как родители, только маленькие. Маленькие дети. Наша жертва — 13-летняя девочка Quarter Queener, ребенок. Поэтому буквы маленькие. Связующее звено между жертвами найдено. Инициалы с повторяющимися буквами, которые могут сложиться в ББ. И внимательный читатель уже давно заметил, что решение загадки вновь приносит Мисори на блюдечке Рюдзаки. На блюдечке словно чашку неимоверно сладкого кофе, благодаря которому девушка и пошла в ванную, где нашла причину перевернутого положения тела убитой. Также связь между инициалами жертв заметил Рюдзаки. Создал акцент в диалоге на том, что Quarter Queener была ребенком, а после он еще и подсказал, как искать послание, в котором говорилось бы о третьей жертве. Впитав эту информацию, перенесемся, кстати, сразу к ней. На место следующего, крайнего, но не последнего преступления. Только для начала перекусим, а за едой поговорим с Эл. Отчитываться и советоваться в таких запутанных расследованиях очень важно. Наоми Мисора рассказывает детективу о проделанной работе и волнуется о том, что не успеет понять, кто станет четвертой жертвой до совершения следующего преступления. Лоулайт же говорит, что времени предостаточно, опираясь на кое-какие факты, которые стоит уже вам рассказать. Даты действий, связанных с убийствами ББ, всегда опирались на цифры 1 и 3. 22 июля в полицию Лос-Анджелеса пришел кроссворд. 31 июля произошло первое убийство. Второе — 4 августа. Третье — 13 августа. Четвертое, по теории Л, произойдет 22 августа. 22 мы можем представить как 2 и 2. Сложив эти цифры, мы получим 4, а уже разложив четверку, получим 1 и 3. Также и с другими числами. 31, 4, 13. Это все 1 и 3. Это может звучать притянутым за уши, и так оно и звучит. Однако даже так, промежутки между действиями ББ тоже имеют закономерность. Выявляется она благодаря инициалам жертв. Каждый раз, когда был убит человек с инициалами ББ, промежуток между преступлениями составлял 9 дней. И только в случае с Quarter Queener, которая, как мы уже поняли, по всем параметрам исключения, уже подстроенная под систему, промежуток составлял 4 дня. В итоге получаем 22 и 31 число 9 дней, 31 и 4 4 дня, 4 и 13 9 дней, 13 и 22 снова 9 дней. Правда, так будет только если четвертая жертва имеет инициалы ББ. Потому нужно скорее вычислить, кого убийца захочет умертвить следующим.
Теория Эл вполне может быть верна, и таковой она и оказалась. Помимо этого, детективы обсудили безопасность Наоми. На данный момент она находилась в уязвимом положении, ибо не могла носить оружие из-за отстранения от работы в ФБР. Также не забываем, недавно на нее было совершено нападение, которое она успешно отбила, но что будет в следующий раз? Данный вопрос насторожил Эл. Мисора сказала, что будет осторожна, и пояснила, что владеет капоэйрой, бразильским видом единоборства, а значит, может за себя постоять. Эта деталь – самая важная часть диалога детективов. Капоэйра – необычный выбор для самозащиты, ведь это скорее танец войны, нежели средство для победы в ней. Эл запомнит это, и вы, надеюсь, тоже. Но нам уже пора выяснять, кто будет четвертой жертвой, исследуя третье место преступления. Backyard Bottom Slash была убита ББ 13 августа, а после он отрезал ей левую руку и правую ногу. Оставшиеся конечности были разведены в стороны. Руки на месте не оказалось, а нога лежала в ванной. На полу около стен были разбросаны игрушки в количестве 2, 5, 9 и 12. В сумме 28. Также, конечно, на стенах висели куклы Вара Нинга. Одна напротив двери, вторая у соседней стены. Трюк с запертой дверью был также проделан, как и в предыдущих случаях. Пока Наоми уходила сделать кофе, Рюдзаки с какой-то целью разлегся на полу, притворяясь трупом. Возможно, он вновь хотел подвести девушку к каким-то размышлениям, нужным ему. Но вдруг она зацепилась за немного другую мысль. Вара Нинго. Первое, что бросилось бы в глаза ей на входе в комнату, если бы не Рюдзаки, притворяющийся трупом. Мисора вновь задумывалась о загадке с куклами и запертыми комнатами. Она совместно с загадочным детективом решила уже кучу загадок, но причина проделывать трюк с замком так и осталась непонятой. Правда, на этот раз Рюдзаки не стал давать Наоми ответ на вопрос о Вара Нинго и запертых комнатах, хотя раньше всегда собственноручно приводил ее к правильным ответам. Спустя немного времени он сделает это вновь, но запертые двери так и оставит необсужденными должным образом. Убийца унес с собой руку жертвы. Зачем? Чтобы ответить на этот вопрос, частный детектив приводит пример якобы из одного его дела, расследованного в прошлом. Убийца после совершения преступления отрезал мужчине безымянный палец. Сделал он это с целью забрать обручальное кольцо, ведь зачастую женатые носят кольцо так долго, что снять его либо невозможно, либо слишком проблематично, чтобы тратить на это время. Тогда же Мисора не сразу, но приходит к догадке, что убийца отрезал жертве руку, чтобы будто кольцо с пальца забрать вместе с ней часы убитой. То, что должно быть здесь, но его нет. Ключевая фраза к нахождению каждого послания во всех трех убийствах. Но почему часы? Причем здесь они? Рюдзаки вновь дает подсказку. Связывая отрезанные конечности, положение трупа на фотографии, сделанной во время осмотра места преступления полицией, и часами, он говорит: голова, рука и нога разной длины. ББ превратил свою жертву в часы, а комнату в циферблат. Вспомним количество игрушек, разбросанных у стен. 2, 5, 9 и 12. 9 и 12 подходят под нашу теорию, но что делать с цифрами 2 и 5? Вара Нинго. На стенах, около которых разбросаны игрушки с цифрами 2 и 5, висели Вара Нинго. По одной на каждую. Если их учесть, то все сходится. Время совершения следующего убийства 6 часов 15 минут 50 секунд. А место, уже даже не просто подсказывая Мисоре, а выдавая готовый ответ, нашел Рюдзаки. В Лос-Анджелесе есть многоквартирный дом под номером 061 550. Проблема оставалась только в поиске конкретной жертвы и в неопределенности между 6 часами утра или вечера. И если вторую проблему несложно решить, ведь можно предотвратить убийство и утром, и вечером, смотря какое произойдет, да и к тому же номер дома указывает именно на 06-15-50, а не 18-15-50. Дома под таким номером наши герои вовсе не нашли. То вот первая проблема осталась нерешенной. В том доме проживало 2 человека с инициалами ББ: Блэкберри Браун и Блюз Хоуп Бэйби Сплит. И хоть Мисора уже почти пришла к определенному выбору между двумя людьми, ссылаясь на номера квартир, Рюдзаки ее уверенности не разделял, и очевидно не просто так. Но мы поймем настоящую причину его сомнений чуть
позже. 1313 и 404. В обеих квартирах живут люди с инициалами ББ. Девушка предполагает, что убийца точно выбрал бы 1313, нежели 404 квартиру, потому что это лучше подходит под его одержимость числом 13. Однако ее напарник отметил, что 404 тоже можно вписать в концепцию по аналогии с датами убийств 22 и 4. Так они уже делали раньше. Мисора замечает странное рвение Рюдзаки оспорить ее выбор, но впоследствии все же соглашается с ним. Наши герои решают разделиться. Вернее, Рюдзаки предлагает это сделать и также сразу определяет, кто в какую квартиру пойдет. Мисора к женщине, к Блэкберри Браун, а он, соответственно, к мужчине по имени Блюз Хоуп Бэйби Сплит. Там они должны будут затаиться, притвориться людьми с именами ББ и ждать прихода убийцы в 6:15 утра. А если не придет утром, подождут до вечера. Но что делать нашим героям, когда они все-таки встретят маньяка? Об этом нужно позаботиться. Зачитаю вам просто забавные и, конечно же, не более слова Рюдзаки. Не беспокойтесь, 1 на 1 я его одолею. Может, по мне и не видно, но я довольно сильный. А вы ведь владеете капоэйрой, правильно? Да, и правда, хорошо, что Наоми Мисора владеет таким необычным стилем боя. Однако этого все равно недостаточно. Рюдзаки дает девушке оружие. Ночью она звонит Эл. Гениальный сыщик все еще уверен в том, что загадочному частному детективу, появившемуся из ниоткуда, можно позволять делать то, что он задумал. При этом Эл, мол, до сих пор не в курсе, кто такой этот Рюдзаки. А может, он и правда не в курсе. Кстати, наверное, пришло время рассказать, почему Наоми была временно отстранена от работы в ФБР. Все довольно просто. Ее команда несколько месяцев занималась внедрением в наркомафию, но девушка в важный момент совершила непростительную ошибку. Не смогла убить человека. Опасного преступника. 13-летнего преступника. Думаю, испытываемая Мисорой в тот момент, когда она направила оружие на ребенка и должна была выстрелить, была просто обязана это сделать, невозможно передать. Возможно, каждый в подобной ситуации, даже самый суровый военный, проходит через то же, что и Наоми, но ему просто хватает решимости, чтобы сделать то, что нужно. В моменте он находит то, почему он сейчас должен выстрелить лично для себя. Видимо, Наоми такой причины не нашла. Или же решила, что она недостаточно весома. И сейчас, я уверен, вы не понимаете, зачем я решил рассказать эту, казалось бы, не особо нужную для повествования историю из жизни девушки. Однако эта деталь нужна здесь. Она нужна, чтобы понять, чем были забиты мысли Наоми в тот момент, когда Рюдзаки протянул ей пистолет. В момент, когда она могла уже понять все, что ей нужно было для полного раскрытия дела. Если бы только не ужасные воспоминания, связанные с огнестрельным оружием в ее руках. Сейчас же Наоми сидит в комнате потенциальной жертвы совсем одна и рассуждает. Наконец, ей никто и ничто не мешает подумать о том, о чем раньше думать было слишком нецелесообразно. Ведь нужно было в первую очередь найти послание и предотвратить 4-е преступление, а уже потом размышлять обо всем остальном. Вара Нинго и запертые двери. 4 куклы на месте первого убийства, 3 на месте второго, 2 на месте третьего, и сейчас на месте 4-го должна остаться всего 1 кукла. Скорее всего, убийца расположил бы ее напротив двери, запертой двери. Запертой на замок. На самом деле, Вара Нинго располагались не напротив двери, а в первую очередь напротив замка и щели под дверью. Куклы нужны были для того, чтобы запереть двери. Убийце была важна не сама кукла, а спица. Вара Нинго были ничем иным, как театральным способом ввести в заблуждение. А вот форма спицы, ее головка, нитка проходила под дверью, обматывала головку спицы, а оттуда тянулась к боковой стене, обматывала головку другой спицы и возвращалась назад к двери, опоясывая защелку замка, который был на той же высоте, что и куклы. Ясно, что это лишь упрощенное объяснение, чтобы легче было понять, а на самом деле все это выполнялось в обратном порядке. Начиная с замка, от него к боковой стене, оттуда к стене напротив двери, а потом обратно в щель под ней. А если по существу, то нитка образовывала большой треугольник в центре комнаты. И если дернуть за один конец нитки, замок повернется. Щелк. Главное здесь то, что реализация такого трюка требует как минимум 2 спицы, 2 Вара Нинго. И еще.
Рюдзаки не мог знать, что Мисора занимается капоэйрой. Ведь она не говорила ему об этом. Могли знать об этом только Эл и нападавший на нее мужчина, от которого девушка спаслась приемами капоэйры. Рюдзаки специально вел Наоми по всем разгадкам за ручку, чтобы отвести ее внимание от вещей, что действительно важны и могут послужить раскрытию настоящей идеи убийцы. Рюдзаки ест сладкое, странно сидит на стуле, прижав ноги к телу, имеет гениальный ум, выглядит как персонаж из хорроров. Рюдзаки. Тот, кто сидел в комнате 404 дома с номером 061550 в 6:15 22 августа. Единственный, кто находился на одном из потенциальных мест преступления помимо Наоми Мисоры. И только он мог совершить последнее, 4-е убийство. Ведь был бы там другой человек, другой убийца, он не смог бы выйти из комнаты, запереть дверь, повесив всего одну Варанинго на стену. Наоми пулей вылетела из комнаты 1313, добежала до 404, выстрелив в замок, открыла запертую изнутри дверь, увидела на стене напротив нее Варанинго и кривящегося от боли человека, который поджег сам себя. Это был Рю Рюдзаки, или же Б. Beyond Birthday. Все это действо должно было стать идеальным преступлением, которое не раскрыл бы даже Эл. Самоубийство, выданное за убийство. Причем последнее в серии. Следовательно, если бы ББ перестал убивать, никто бы не подумал, что он мертв. Тело, которое нашли бы на последнем месте преступления, скорее всего, смогли бы опознать. И покопавшись, нашли бы имя. Настоящее имя Beyond Birthday. ББ. Человек, вполне подходивший под 4-ю жертву убийцы. Beyond Birthday сжег бы сам себя, но для всех остальных и даже для Эл был бы убит маньяком, выросшим в приюте в Атаре. А сам маньяк остался бы для детектива жив и неуловим. Ведь как можно поймать мертвого, думая, что он живой? Б победил бы Эл. Так он думал. Все бы прошло идеально, не упомяни бы Рюдзаки капоэйру в разговоре с Наоми. Капоэйру, о которой он не мог знать. Скорее всего, данная нестыковка стала решающей деталью в рассуждениях Мисоры. У девушки было немного времени, чтобы понять, что к чему. И задержись она в своих размышлениях на несколько минут, ББ успел бы сделать то, что задумал, и, возможно, победить. Бёрздей был одержим Эл. Копировал его поведение, гримировал себя под него, ел бесконечное количество сладкого, как он. Человек, с рождения видевший чужую смерть, но никогда не видевший свою, обессмыслил свою жизнь. Вернее, придал ей лишь один смысл – победа над великим детективом, на которого его обязывали быть похожим. Однако в конечном итоге Beyond Birthday выжил. Его тело оказалось крепче, чем он думал, а простая пешка Эл, Наоми Мисора, оказалась куда талантливее, чем он представлял. ББ был арестован агентом ФБР Мисорой Наоми 22 августа. П был побежден Наоми, то есть побежден Эл. По всей видимости, Б вылил на себя бензин в тот самый момент, когда Мисора обо всем догадалась. Прошла целая минута, прежде чем она ворвалась в квартиру 404. Было бы вовсе не удивительно, если бы он умер от удушья еще до того, как она прибежала, или по дороге в больницу, или до приезда скорой, но он не умер. Не умер. Самое трудное в убийстве именно убить. И будь он способен увидеть срок собственной жизни, я уверен, Beyond Birthday избрал бы другой путь. А через 1,5 года после своего ареста, 21 января 2004 года, отбывая пожизненный срок в тюрьме в Калифорнии, Beyond Birthday умер от непонятного сердечного приступа. Подписывайтесь на телеграм-канал, поддержите это видео, если, конечно, силы, вложенные в рассказ этой истории, по вашему мнению, оправдались. Спасибо. Мне еще есть что сказать, но лучше в следующий раз.